Доброго времени суток, мои любимые телезрители. Один подписчик с ником Фельдшер предложил очень интересную идею. Сделал это очень давно и напомнил в комментариях под прошлым роликом. Смысл идеи такой: описать эффект Хеба как объект SCP. Если кто не знает, что это такое, то зачитаю вам определение из Википедии. Фонд SCP, SCP Foundation, английский Secure, Contain, Protect, обезопасить, удержать, сохранить или Special Containment Producer, особые условия содержания, вымышленная организация, являющаяся предметом одноименного проекта собственного веб-творчества. В русском переводе также известно просто как фонд или организация. Созданные в рамках проекта тексты записывают деятельность фонда, несущего ответственность за содержание аномальных предметов, существ, мест, явлений и прочих объектов, называемыми SCP-объектами. Также есть официальный сайт scpfoundation.net, на котором собраны все так называемые объекты. Теперь мы разобрались, переходим к ролику. Присаживайтесь поудобнее, заваривайте чай или кофе, а мы начинаем. Поехали! Далее пойдет текст, полностью выдуманный мной. Никаким теориям и сюжетной частью «Амнезия» не связан. Относитесь к этому с иронией. После события «Амнезия» прошло около 33 лет. Объект был обнаружен на глубине 11 километров под землей во время бурения нефтяной скважины. Объект был сначала принят за сгусток нефтяной массы, однако после нескольких смертельных инцидентов стало ясно, что это необычный объект. Далее организация изъяла образец и поместила под охрану. Далее идут записи из архива организации. Объект номер SCP-151213, кодовое название Хеба. Класс объекта Кетер. Справочно. Класс Кетер присваивается тем объектам, которые проявляют явную и активную враждебность по отношению к человеческой жизни, цивилизации или пространству и времени, и способны вызвать значительные разрушения в случае нарушения условий содержания. Такие объекты должны быть катализированы, содержаться в соответствии с особыми условиями содержания и, если это возможно, уничтожаться. Особые условия содержания. Объект из-за своих особенностей проявляет свойства на расстоянии. В ходе множества экспериментов было принято решение изолировать объект вне стен организации по причине большой вероятности захвата персонала под контроль аномалии. Данный объект был помещен в колбу, изготовленную из бронестекла 25 мм толщиной. Из колбы был откачан весь воздух. Сама колба была помещена в бронеконтейнер с толщиной стенок 100 мм. Контейнер в случае открытия будет самоликвидирован вместе с объектом. Далее контейнер поместили на ракетоноситель «Протон» и отправлен в космос в сторону ближайшей черной дыры с целью уничтожения объекта. Описание объекта. Представляет собой вязкую жидкость черного цвета, очень похожа на нефть внешним видом. Где-то внутри прячется ядро красного цвета. Сотрудники назвали его «ядро справедливости». Видимо, оно и является источником всех его свойств. Был подвергнут заморозке и нагреванию. Ничего из перечисленного не повлияло на состояние и свойства объекта. Далее было замечено, что работники третьей смены поменяли свое поведение. Они срочно были изолированы и помещены в лабораторный изолятор, где их поведение вернулось в норму через 2 недели. После этого инцидента было принято решение провести эксперименты с заключенными, которые приговорены к смертной казни. Было выбрано 15 добровольцев, которые на себе должны были почувствовать влияние объекта. Но что-то пошло не так. Все испытуемые не почувствовали никаких изменений. Внешне они тоже не изменились. Ничего не было понятно, и узнать свойства объекта не представлялось возможным до того времени, пока один из ученых не предложил провести эксперимент на себе. И это дало результат. Подопытный номер 1 изменил свое физическое и психологическое состояние, пробыв рядом с объектом 24 минуты. Внешние изменения. Глаза налились черной кровью, а зрачки стали алого цвета. Также немного светились изнутри. Черная субстанция бесконечным потоком хлынула из глаз, как обычные слезы, но не прекращались ни на минуту. На лице застыла жуткая улыбка, которая была похожа на оскал хищника. Подопытный перестал говорить и только свирепо смотрел на всех окружающих. Далее проверили физическое состояние.
Оказалось, что кровеносное давление и пульс повысились на 30% от нормы. Мышцы находились постоянно в тонусе. Тест на боксерской груше показал, что сила на удар стала сверхчеловеческой, так как груша после первого удара разорвалась полностью. Следующий тест на реакцию показал, что реакция стала тоже выше и быстрее тренированного человека. Также подопытный имел жгучее желание убить некоторых сотрудников, но не всех. Только после того, как субъект на стене написал «Смерть грешникам», мы поняли, что зараженный объектом имеет радикальные планы на исправление людей, которые нарушали закон или мораль. Это стремление подходит на линчевание или самосуд. Проверив все изменения подопытного, он был помещен в другое место, находящееся в другом конце страны. Через месяц он пришел в норму и сказал, что он получил власть для того, чтобы покарать грешников. Голос в его голове говорил, что день настал, ни одному грешнику не спрятаться от правосудия. Он видел и чувствовал тех, кто был виновен и кто был обречен на кару. Он не чувствовал боли, эмоций и голода. У него была только одна цель – покарать грешников. После всех тестов и опросов, убедившись, что ученый в полном порядке, он был отправлен в другое подразделение, находящееся далеко от объекта. Ведущие специалисты начали писать отчет и продумывать новые методы хранения объекта. Выходило, что он имеет ментально-концептуальную силу и может влиять на человека на расстоянии и подчинить своей воле. Однако, пока специалисты пытались его изучить полностью, оказалось, что чем больше людей попадали под его воздействие, тем сильнее становился объект. Его радиус воздействия распространялся в геометрической прогрессии, и уже через 2 месяца все законопослушные сотрудники подчинились воле объекта и уничтожили оставшийся персонал. Полностью взяли под контроль тот филиал организации. Экстренно был вызван отряд Проксима, которым пришлось в жесточайшей схватке уничтожить всех зараженных сотрудников. После этого инцидента было принято решение присвоить объекту класс Кеттера и признать его опасным для всей планеты. В кратчайшие сроки, используя сверхзвуковой самолет, объект был доставлен на космодром и отправлен в космос. После убытия объекта в космос, все его воздействия прекратились, и все зараженные пришли в норму. По расчетам аналитиков, если бы организация промедлила еще бы полгода, то объект имел бы планетарное распространение. После всех событий организация засекретила все данные. Ух, ну что, понравилось? Вроде я сделал очень похоже на стандартные статьи SCP. Что вы думаете по этому поводу, ребятки? Жду ваши ответы в комментариях. С этой темой заканчиваем и переходим к вашим любимым рубрикам. Рубрика «Хочу попасть в ролик». В этот раз вас было действительно много. Я этому очень сильно рад. И надеюсь, вас в следующий раз будет еще больше. Переходим к вашим выдуманным персонажам. Прислал Данила Харамоножкин. Имя Нурас. Пол мужской. Вид фиолетовая летучая мышь. Классификация зараженный. Сила бетон плюс. Экипировка рука моллюска с острыми когтями и чувствительными усиками. Алмазный крюк довольно острый. Нога моллюска может раздавить блок железа. Слабость. Вечное падение животных из воды. Нападение. Если его возле воды нет животных, тоже нет. Выносливость. Сверхчеловеческая история. Сначала охотился на водных животных, с приходом амнезии работал в спецгруппе водяной Zero или Эро, но после заражения амнезией мутировал на 25% какое-то ракообразное животное и стал убивать людей возле воды. Совет: лучше сражаться прямо у берега, так как акулы могут нарваться на него. Прислал Данила Харамошкин. Прислал Богдан Горюнов. Имя альтернативный сквирл. Особенности: двое щупалец, красное и зеленое, отсутствие руки, сверхчеловеческая возможность, телекинез, манипуляция силой мысли. Зеленый щупалец отвечает за основные удары, черное за захват объекта. Описание: сквирл потерял руку после особо важной миссии, цель которой была получить ДНК Лэмми, после чего получил щупальца. Черное щупальце значительно меньше в размере, чем зеленое. Сквирл может по отдельности использовать оба щупальца. Оружие мачете. Далее. Прислал Андрей Ткачев. Имя Blade Hands. Пол мужской, возраст 27 лет. Животное белый кот. Тип наемник Эксебы. История. Будет очень много текста, так что крепитесь. До амнезии был обычный мальчишка, жил в престижной семье, но только это было не так уж и круто. Когда у Блейда появился младший брат, все внимание родителей переключилось на младшего брата. Хотя и до брата не так уж много времени было уделено ему. Когда вся семья гуляла по ночному городу, родители заметили, что его нет рядом. Как оказалось, Блейда усыпили, проснулся он в каком-то секретном логове, но ненадолго.
Через 3 часа проснулся, сидя на кресле, он почувствовал, что его руки стали тяжелее, а спина и вовсе казалась стальной. К нему подошли двое незнакомцев и сказали только одну фразу: «Напряги кисти». Блейд послушно это сделал, вместо кистей у него выдвинулись лезвия из рук. Он был в недоумении, но позже эти два незнакомца все ему объяснили. Они увидели в нем большие надежды, после этого они усердно обучали его всяким боевым приемам, и у него все отлично получалось, кроме одного – выдвигать из своей спины оружие. Но это была не такая прям сильная проблема. Когда Блейд подрос, они создали свою преступную банду и назвали ее Danger in the Ice. Прошло немного времени, они занимались вандализмом, грабежом и убийством, но после того, как их главарь ушел из банды из-за своей что-то там фобии, главным стал Блейд. Стал он им за одного интересного инцидента. Когда Блейд гулял по улице, он увидел компанию алкашей. Подойдя поближе, он заметил, что у одного алкаша рядом стоит маленький ребенок, судя по всему его сын, весь заплакавший и уставший, и у Блейда произошел какой-то приступ. Его глаза налились кровью, а тело нагрелось. Сразу можно было понять, что ничего хорошего не произойдет. Он убил всех, кроме отца мальчика, пригрозив, что если еще раз он увидит, что его сын плачет из-за его алкоголизма, то он уже обычным порезом не отделается. После этого случая в банде все его боялись и восхищались. Но радость длилась недолго. Спустя полгода Блейк и его банду поймали. В суде его двух друзей приняли посадить на пожизненно, а Блейда казнить. Эта новость не понравилась близкой подруге Блейда, про нее расскажу чуть позже. Ой, блин, как долго. Того, как она устроила в суде полный кипиш, было понятно, принято посадить Блейда на пожизненное в самую худшую тюрьму под строгую охрану. После амнезии Ксеба наткнулся на тюрьму, в которой находился Блейд. Сначала он хотел его убить, поскольку он грешный, но узнав о нем поподробнее, он предложил ему сделку, которую он должен был что-то там непонятное. Мирный режим, один ничем не опасен, уровень разума 100, ведет себя адекватно. Ретро-режим фаза 2 уже поопаснее. Ретро может вызвать, если Блейд услышит детский плач, звук разбитой посуды, либо вещество, которое называют ретракт. Что нужно сделать, чтобы из ретро перейти обратно в мирный? Нужно объятие, специальное вещество под названием Офульт. Способности: его глаза наливаются кровью, может менять руки на лезвие, его тело начинает нагреваться, сам он становится кровожадным и не владеющий собой. Уровень разума 60% становится более агрессивным. Ультра-режим фаза 3 может вызвать силу напрямую, говорить Блейду о его прошлом. Тот же самый детский плач, звук разбитой посуды, только в огромном количестве. Специальное вещество Актифульт, что может вернуть в обычный режим. Актифульт объятия, но это плохой вариант. Способности: его кровь начинает очень сильно нагреваться, настолько сильно, что из его тела начинает идти пар. Именно поэтому пробовать его обнять очень рискованный поступок, поскольку можно получить сильные ожоги. Способности: из его спины вылезает диск пилы и копье. Они держатся на его полоте, становятся очень кровожадным. Поехали дальше. Имя Килла прислал Игорь Потехин. Типа Мангуст, фракция зараженные. История: при старой жизни был самым опасным туристом в Москве. Всегда был добр к своим товарищам, но к врагам он был отморозком. Во время заражения он со своей бандой захватил ТЦ, но зараженное дало о себе знать, и теперь он держит это ТЦ. Военные послали туда группы, но без успехов. Советы: если вы хотите убить его, не идите на прошлом, ведь на входе есть растяжки. И караул: если ваш перс заражен, он пошлет его нафиг и выстрелит вверх для убедительности, а если не заражен, то сожалею. Далее. Так, прислал Антон Серебренников. Имя Кейн. Пол мужской, возраст 31 год, классификация: волк, мастер восточных боевых искусств, полузараженный, умение: сверхчеловеческая сила, сверхчеловеческая выносливость, сверхзвуковая скорость реакции, ускоренная регенерация, мастерски владеет восточными боевыми искусствами, может использовать любые подручные предметы. Прочность: по прочности схемы могут сравниться Хеба, Флиппи, Фликпи, Сплендид, Сплендонт, Промармот, Диско-мишка. Сила: может пробить голыми руками любую военную бронетехнику. Сила на подъем более 4 тонн. Скорость до 183 км в час. Дальность: без черных рук до 5 метров, черными конечностями до 103. Предыстория: когда Кейну было 10 лет, его все бросили. Он бродил очень долго, пока его не нашел монах и отвел его в монастырь. Там его учили не держать злость, но он скрывал ее. Когда началось заражение Кейна, отправили в эпицентр заражения узнать, что там творится, и доложить в монастырь. Когда Кейн прибыл на место, он увидел отряд зараженных, он подошел к ним, они напали на него. Кейн победил их всех, но сзади в Кейна выстрелил транквилизатором, только тогда он отрубился. Пока он был в отключке, зараженные отнесли его к Хебасу. Хебас заразил его. Когда Кейн очнулся, он не помнил, что с ним произошло. Он посмотрел на себя в осколок зеркала и увидел почерневшие глаза и широкую улыбку. Он посмотрел на свои руки и увидел
на них черные трещины. И Кейн все вспомнил, и сразу у него появилась новые силы и может начать мстить. Сначала он пошел в школу, откуда его выгнали, там Кейн увидел только Хаос, зараженный убивает выживших. Пока он на это смотрел, сзади на него подошли военные, открыли по нему огонь, но пули даже не долетели до Кейна благодаря его новой силе. У него невероятно высокая скорость, выросла огромная черная рука, которая становилась пулей. И он разорвал на кусочек солдат, стреляющих в него, дальнейшая история неизвестна. Ладненько, ребяточки, будем на этом заканчивать. Если вам понравилось видео, то не забывайте подписываться, ставить лайки, бить в огроменный колокол и комментарии там не забывайте оставлять. Ну что ж, всем пока-пока.